Добрый день, меня зовут Андрей Тутушкин. Рад приветствовать вас на виртуальной экскурсии «Взятие Китай-города» от проекта «Москва глазами инженера». Мы сегодня поговорим о Китайгородской крепости, поговорим о том, кто ее строил, зачем, как она в разные годы использовалась и что с ней в итоге стало. Ну и сначала про название. Откуда вообще взялось такое название «Китай-город»? Есть несколько версий, но ни одна из них не связана со страной Китаем. Первая из них, самая популярная, связана с Китой, через «Е». Так в старину назывался тип укрепления, который предшествовал строительству полноценной кирпичной стены на белокаменном основании. И состояла эта кита из бревен, чистокола, и пространство между ними было заполнено землей и камнями. Вот такая некая демо-версия полноценной Китай-городской стены. Вторая версия связана с тем, что руководил строительством уже полноценной кирпичной стены итальянец, так же, как и при строительстве Кремля. Звали его Петрок Малый Фрязин. И, возможно, трудности перевода. Слово «чита» в итальянском значит слово «город». Вот. Возможно, трудности перевода как раз и привели к тому, что русские мастера постепенно Читу стали называть Китой, а со временем она уже трансформировалась в Китай-город, как, например, Гуляй-город, который был распространен в 15 веке. Это передвижные крепости. И третья версия имеет тюркское происхождение и обычно разделяет это слово на две части. Ки и Тай переводят как «срединный город». Что значит «срединный»? Есть центральный, первый — это Кремль, он по-прежнему является таким символом центра. Вот. Второй — это средний город, как раз Китай или Великий Посад. И третье — это все, что за пределами вот этой вот второй крепости, вот все, что не защищено. И, конечно, подвергалось сильным нападениям, пожарам и так далее. Вот поэтому есть вот три таких основных версии, и с Китаем ни одна из них не связана. А теперь поговорим о том, кто, зачем и когда строил. Для начала предыстория. В начале 16 века Кремль уже сформировался в современных границах. Тогда, правда, здесь с нашей стороны протекала речка Неглинка, то есть он защищен был с этой стороны Неглинкой, а с противоположной Москвой-рекой. Вот. И город начал значительно расти на восток, частично даже на северо-восток. Вот. И эту территорию, конечно, тоже нужно было защищать. Поэтому требовалось строительство полноценной крепости. И как и с первой крепостью, с Кремлем, так и с Китай-городом вышла похожая история. Руководили строительством итальянцы, в данном случае Петрок Малый Фрязин, предположительно в оригинале его звали Петро Франциско Анибали, вот, и на русский лад его упростили. Вот. И также материал был выбран примерно тот же, как и для строительства Кремля. Белый камень для основания и кирпич для непосредственно стен. Потом мы вблизи посмотрим на некоторые сохранившиеся фрагменты кирпичей. Периметр этой стены 2,5 километра, и Китай-город был замкнут только вместе с Кремлем. То есть и с одной, и с другой стороны он примыкал к Кремлевской стене. Одна из сторон как раз хорошо видна, это угловая арсенальная башня, весьма такая заметная, одна из самых таких фотографируемых, одна из самых известных башен Московского Кремля. Вот. И прямо рядом с ней как раз стыковалась с Кремлевской Китай-городская стена и защищала Великий Посад. Ну или Китай-город, как его потом стали называть. Сейчас это улица Никольская, Ильинка, Варварка, Зарядье и все, что между ними. Вот. И, конечно же, с обратной стороны, со стороны Москвы-реки, около угловой башни тоже как раз-таки стыковалась Китай-городская стена с Кремлевской. И по некой злой иронии судьбы большая часть стены просуществовала почти ровно 400 лет. С 1530-х до 1930-х. Вот. И некоторые фрагменты, которые мы сегодня увидим, ну вот заявляют о том, как бы своим видом, что вот они тут все 400 с лишним лет и стояли. Хотя в действительности, конечно, не совсем это так. И один из фрагментов, который воссоздан, то есть был уничтожен, а потом построен заново по сохранившимся обмерам, это всем известные Воскресенские или Иверские ворота. Поэтому мы с вами сейчас подойдем к ним и подробнее о них поговорим уже на месте. Мы с вами на нулевом километре, у меня за спиной Воскресенские ворота, которые, как и прежде, ведут на Красную площадь. Правда, с этой стороны обстановка кардинально поменялась, здесь не увидеть ни речки Неглинки, ни Воскресенского моста через нее, вот, и, конечно, появилось огромное количество зданий. А вот сами Воскресенские ворота, на первый взгляд, не сильно поменялись с 17 века. Вот. Правда, с 16, конечно, сильно, потому что в 16 веке никаких наверший не было. Они появляются уже при Романовых, когда такое фортификационное значение Китай-городской стены было утрачено. Вот появляются здесь также орлы, появляются декорации, и связано это было с тем, что они стали носить такой сакральный смысл. Впоследствии здесь появляется Иверская часовня, почему ворота, собственно, имеют второе название Иверские. Вот. И более того, в 1930-е годы ворота были полностью разобраны. Вот, по плану Кагановича массы трудящихся, а также техника во время парадов и демонстраций должна была входить и въезжать на Красную площадь симметрично
слева и справа от исторического музея, для чего, собственно, и требовалось разобрать вот этот памятник старины. Правда, в 90-е годы, то есть примерно через 60 лет, они были в точности по чертежам, обмерам восстановлены, и сейчас поэтому мы можем и сравнить 17-19 век с тем, что можем видеть сейчас наглядно. Следующий объект, к которому мы переместимся, это так называемая Старая башня. Она восстанавливалась примерно в тот же период, но вот не столь досконально. Поэтому давайте к ней подойдем поближе и посмотрим на нее повнимательнее. Китайгородская стена достаточно быстро устаревает как фортификационное сооружение, поскольку уже к концу 16 века Москва значительно выросла за ее границы. И на протяжении всей последующей истории так или иначе она то приводится в порядок, то адаптируется под хозяйственные нужды, то некоторые ее фрагменты разбираются для большего удобства. Но трансформация ее происходит на протяжении всей истории, и окончательно большую часть ее разбирают, как я уже упоминал, в 1930-е годы, когда реализуются многие крупные градостроительные проекты в Москве, в том числе строительство метрополитена, расширение существующих улиц, строительство новых мостов и много что еще. И под это дело сносят многие памятники истории, архитектуры и вообще памятники старины, скажем так, которые мешают вот этому новому преображению города. В том числе большая часть Китайгородской стены тоже попадает под строительство новых проспектов. Вот в том числе материал от разборки идет на строительство метрополитена. И некоторые фрагменты, которые тогда были разобраны, воссоздавались уже в 90-е годы, в том числе Воскресенские ворота, мы их уже посмотрели, и, конечно, вот эта Старая башня, хотя в действительности она совсем не старая, ей чуть больше 20 лет. Вот, и под другие функции она воссоздавалась, уже под туристическую инфраструктуру, рестораны, кафе, поэтому, конечно, и материалы, и конструкция, ну, далеки от того, что здесь было, но своим хотя бы наличием она показывает, что здесь что-то было, и туристы как минимум обращают на это внимание. Поэтому от этого новодела мы переместимся к более подлинному фрагменту, который сохранился вот там за гостиницей «Метрополь». Пойдемте. Наиболее крупный из сохранившихся фрагментов Китайгородской стены находится за гостиницей «Метрополь» в силу двух причин. Во-первых, он не мешает, не бросается в глаза, а во-вторых, достаточно давно уже исполняет функцию подпорной стенки. Уровень земли внутри Китайгородской стены и снаружи значительно отличаются. Большинство зданий, которые мы видим за Китайгородской стеной, своими минус первыми и минус вторыми этажами уходят в толщу вот этой самой стены. Мы сейчас подойдем к ней поближе для того, чтобы посмотреть стык двух видов навершей. С левой стороны более подлинные, более ранние, вот, с правой стороны более поздние, приведенные в соответствии, в порядок уже с Кремлем. И те навершия, которые можно видеть слева, более оригинальные, поскольку Китайгородская стена строилась чуть позже, чем Кремлевская, и артиллерия тогда значительно шагнула вперед, поэтому для размещения более тяжелых пушек, обороняющейся стороны, понятное дело, вот, она была сделана более широкой, более пологой и приземистой. А эта часть была приведена в соответствие уже в начале 19 века, поскольку она хорошо была видна по пути с Красной площади на Театральную. Вот. Но что в 19 веке, что сейчас, есть некоторые недочеты, некоторые фрагменты разрушений. В частности, вот здесь обваливаются кирпичи, там наверху растут уже деревья. Вот, поэтому ожидается, что в этом или в следующем году стену, особенно на этом участке, будут реставрировать. На этом участке хорошо можно разглядеть несколько типов бойниц, и поменьше, и побольше, и варового боя для смолы кипятка, и в нижней части были бойницы подошвенного боя, которые в основном или заложены, или адаптированы под какие-то каморочки для хранения инвентаря. А сейчас мы переместимся к Птичьей башне, единственной частично сохранившейся башне Китайгородской крепости, вот, и посмотрим на нее уже с парадной стороны. С парадной стороны Птичья башня выглядит значительно лучше, чем с боковой, с хозяйственной. Вот, и прям впритык к ней слева примыкают Третьяковские торговые ряды, появившиеся здесь в 70-е годы. Архитектор Александр Степанович Каминский мастерски стилизовал это торговое сооружение под крепостную архитектуру. Здесь есть и ласточкины хвосты, вот эти мерлоны верхней части, и пинакли, небольшие вот эти башенки на каждой из выступающих частей. И сама структура этих торговых рядов напоминает такую улочку старого города. По сути, первую частную коммерческую улочку в Москве. Вот сейчас здесь до сих пор много дорогих магазинов, и слева к торговым рядам примыкает небольшой кусочек Китайгородской стены, сохранившийся здесь после сноса ее в 30-е годы. К нему мы сейчас как раз и подойдем. Рядом с Третьяковским проездом есть лестница, ведущая на верхнюю площадку, куда мы сейчас поднимемся, откуда хорошо видно и сам стык, вот этот обрыв Китайгородской стены,
И также хорошо видно вообще местность неподалеку. В старину эта местность носила название Поле или Кучково поле. Ассоциируется это с тем самым легендарным Степаном Кучкой, который жил здесь до того, как Юрий Долгорукий пришел сюда и официально основал Москву. Вот. Ну, а сохранилось оно разве что в основании храма Троицы на полях, который здесь был раскрыт в 1998 году во время археологических работ перед строительством торгового центра. Плюс, конечно, дважды переехавший памятник Ивану Федору тоже стоит на верхней площадке, по сути, на крыше этого торгового центра. Вот, ну, как говорится, все, что не делать, все к лучшему. Перед этими строительными работами обнаружены были не только подлинные фрагменты фундамента, вот, но и также некоторые надгробия и другие детали, ну, в основном белокаменные, относящиеся непосредственно к храму. И отсюда, с этой площадки, их можно круглосуточно смотреть, но, правда, прохожим это почему-то мало приходит в голову. Поэтому чаще всего люди видят эту площадку только на экскурсиях. И еще одно сооружение хотелось бы показать. Это обратный фасад аптеки Феррейна, которая парадной стороной выходит на Никольскую улицу, а этой выходила в сторону Китай-городской стены. Стену разобрали, поэтому сейчас вот эта архитектурная рифма не вполне понятна, но если приглядеться, то видно, что и там архитектор стилизовал гражданское сооружение под именно такую фортификационную архитектуру. Вот, ну а мы переместимся к последней нашей остановке, к Лубянской площади, в том месте, где Никольская улица, подходит к ней, проходят тысячи, миллионы людей, и мало кто задумывается о том, что там были когда-то тоже проездные ворота Китай-городской стены. Здесь, на Лубянке, да и на большей части своего протяжения стена была разобрана. Но, несмотря на это, она до сих пор угадывается в планировке города. Есть еще несколько фрагментов стены разной степени подлинности, которые можно посмотреть. В подземном музее в Зарядье, в переходе станции метро Китай-город и вдоль Китай-городского проезда достаточно большой воссозданный фрагмент. И несмотря на то, что стены нет, она до сих пор все-таки влияет на город. Много есть названий с ней связаны, планировка города. Вот эти широкие проспекты и площадь до сих пор напоминают о таком крепостном сооружении, сильно вообще вошедшем в историю Москвы.